Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня у нас пробный влог. Я никогда не записывала до этого влоги. Хочу попробовать, потому что, честно говоря, на какие-то, так сказать, подготовленные, спродюсированные видео в последнее время времени, извиняюсь за тавтологию, у меня не хватает, поэтому я решила просто взять с собой камеру и показать, что я делаю. Но сегодня в основном брать ее никуда не понадобится, потому что я планирую остаться дома, заниматься корейским. Однажды, мне кажется, весь интернет меня будет знать как девочку, которая учит всю жизнь корейский и не может его доучить. Ну, кстати, в этом году я поставила цель доучить его до 4-го ГИПа. Надеюсь, мне это удастся. И каждый день, я почти каждый день выкладываю отчеты в Shorts, Reels, TikTok. Короче, формат коротких видео, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить очередную порцию моих страданий. А пока что я с мокрой головой, потому что у меня... Я не знаю, с чем это связано, очень сильно начали выпадать волосы, и я сейчас буду брызгать всякими штучками. Я когда в Корею приехала, у меня сразу начали выпадать волосы, но потом я начала пить витамины, у меня появилась вот эта волшебная витаминная насадка, я подумала, что все, я избавлена от этой проблемы, но, к сожалению, где-то месяц назад, незадолго до Нового года, у меня опять волосы начали прям сыпаться. Это выглядит немножко пугающе. Пока что я не иду к специалисту и надеюсь, что это просто сезонный авитаминоз. Вот, брызгать я буду вот такой тоник, заказывала я его с Купанга. Честно говоря, я так и не поняла, работает он или нет, потому что пользуюсь им недолго, но попробую. Брызгать его нужно на кожу головы по проборам. И еще у меня есть вот такая вот смешная грабелька для массажа головы. Массаж головы вообще полезно делать, потому что я иногда чувствую прям, что у меня проборы, знаете, так болят. И это говорит о том, что нужно делать массаж. Так, а на длину волос я наношу вот такой спрей от Юнове. Это, ну, типа как сыворотка для волос после мытья. Она убирает мою пушистость, у меня волосы волнистые и из-за влажности, да и в принципе очень пушащиеся. Если я не сушу их феном, то в конце похоже на одуван. А эта сыворотка, она немножко маслянистая, она создает такой, знаете, более гладкий эффект. При этом кудри она никуда не убирает. Я бы очень хотела посушиться феном, но я думаю, может это не так, что чем больше я сушу феном, тем больше мои волосы покидают мою голову. Этого бы не хотелось. Кстати, с мойкой головы, когда она сохнет естественным способом, всегда какая-то проблема. Если ты моешь вечером, то она не успеет досыхать. А если ты моешь днем, то потом, ну, вот сейчас холодно, например, я еще полдня не могу выйти, потому что на полную просушку нужно часов 6, наверное. И каждый раз, я не знаю, у меня целая дилемма, когда помыть голову. В итоге чаще всего корни приходится подсушивать феном. Так, ну все, с волосами закончили. Можно идти учить корейский. Погода, кстати, сегодня очень солнечная, такая кайфовая. Но на улицу выходить особо поводов нет, только вечером, может быть, выйду в магазин. Добро пожаловать в мой импровизированный офис. Я вот так вот тут красиво обустроилась на 2-м этаже, потому что это мое рабочее пространство. Итак, в принципе, я, конечно же, все рассказывала, в коротких вот этих видео про то, что там с корейским у меня, но краткий экскурс. За год пребывания в Корее, несмотря на то, что я такая, когда приехала, я выучу до 6-го ГИПа за 1 год, но, естественно, я жутко обломалась, потому что корейский язык оказался намного сложнее английского, этого я не предвидела, плюс процесс адаптации туда-сюда, короче, не вывезла я корейский за год, еле дотягиваю, ну как, я прошла 2-й ГИП с учителем, если что, в корейском всего 6 ступеней, я закончила 2-ю, ну, то есть как, я знаю грамматику и слова 2-го уровня. Самая большая проблема для меня, естественно, это разговорная часть, потому что, несмотря на то, что я там что-то знаю, хотя в общем объеме я считаю это ничтожно малым, я не могу разговаривать с носителями, точнее, я могу разговаривать короткими фразами. Но самая большая проблема разговора – это, естественно, понимание того, что тебе говорит собеседник. И с этим у меня гигантские проблемы, потому что, когда ты говоришь «한국말 잘 못해요», никого не волнует это, и все продолжают разговаривать очень быстро и в обычном
темпе, так сказать. Поэтому для того, чтобы что-то ответить, надо что-то понять, а с этим у меня сложности. Самое сложное, как мне кажется, это перейти как раз со второй ступени на третью и сдать вот этот, ну, точнее, выучить хорошо третий уровень, потому что после третьего начинается уже такой разговорный этап, когда ты можешь более-менее свободно коммуницировать в каких-то бытовых вопросах. И для того, чтобы сделать какой-то, ну, не квантовый скачок, но хотя бы переступить какую-то вот эту ступень, я решила поучиться в частной школе. Называется она вот так «Канада Хагвон». Кто помнит мои старые видео, я собиралась поступать на университетские курсы, но я поняла, что я не хочу ввязываться в эту академическую гонку, потому что частные курсы чем отличаются, там с тебя взятки гладкие. Я считаю себя, в принципе, дисциплинированным человеком, и я думаю, что того, что со мной будут заниматься, я буду ходить в место, где занимаются все, то есть, да, так сказать, в кружок мотивированных людей, этого мне будет достаточно, а вот эти университетские условия, вроде часов посещаемости, обязательной сдачи на какой-то уровень, вот этого я хочу честно избежать. Можете называть меня слабовольной, можете называть меня неуверенной в своих силах, но я просто не хочу этого давления. Иммиграция и так достаточно сложный опыт, может быть, как-нибудь поболтаем с вами об этом в отдельном видео, но пока что частной школы я думаю, мне будет достаточно, по крайней мере, на это надеюсь. Вот, и, соответственно, я хочу, так как второй уровень с репетитором я прошла, я хочу поступить сразу на третий, и поэтому я сейчас взяла вот такую книгу второго уровня и смотрю, повторяю все грамматики, слова выписываю неизвестные оттуда для того, чтобы сдать распределительный тест и чтобы по моим знаниям меня допустили к учебе на этом самом третьем уровне. Поэтому сейчас я беру тетрадочку, и сегодня у меня стоит такая задача, как перенести все слова, которые я зачем-то писала, на 1 миллионе бумажек. Вместо того, чтобы сразу заносить их, например, в таблицу Excel, сегодня я, соответственно, буду переносить все эти слова в таблицу Excel и потом уже повторять. Плюс мне нужно сделать домашку, которую мне задал репетитор. Я занимаюсь по-прежнему 1 раз в неделю. Стараюсь, ну, как-то совсем не бросать это дело, потому что раньше я занималась 3 раза в неделю, но сейчас хотя бы 1 уже хорошо так на фоне поддерживать какую-то вовлеченность в обучающий процесс. Вот, и я стараюсь много смотреть всего. В данный момент я вот вчера начала, я смотрю мультик «Тайная жизнь домашних животных», я нашла на Netflix, и оказалось, что все детские фильмы дублируют на корейский язык, что нельзя сказать о взрослых фильмах, чаще всего они просто идут с субтитрами в Корее, даже в кинотеатре. Так сейчас выглядит моя таблица Excel. Я заношу на корейском, соответственно, на русском и иногда на английском для того, чтобы как-то расшифровать себе более точно значение. Вот, в общем, буду сейчас заполнять все это. Резко посреди обучения мне захотелось записать ТикТок, и я сейчас это сделаю. Буду, кстати, использовать вас, точнее камеру, которую я снимаю себя, для того, чтобы видеть, что там происходит у меня в экране. Ну что, погнали? Честно говоря, я не мастер разговорных ТикТоков, не знаю, с какого дубля мне это получится, надеюсь, хотя бы сегодня. Непопулярное мнение насчет изучения языка. Я считаю, что сносить... Кого волнует, что ты считаешь? Перерыв на острые тайские кальмары. А вот он жалеет. Слишком много. Все, устала, ТикТок не получился. Продолжаем учиться дальше. Слова переписаны,
перенесены в табличку Excel. Переходим к учебнику. Я не помню, на какой странице я остановилась, но, по-моему, на 137-й. По учебнику я прям быстро пробегаю, смотрю неизвестные грамматики, таких не очень много, слава богу, и выписываю слова. В принципе, это все, что я делаю. Может, я вам сейчас чуть-чуть почитаю, но это будет плохо. 카드로 송금도 돼요? 네, 송금도 하실 수 있어요. 그리고 비밀번호를 총해야 하는데요. Надо еще параллельно записывать рилсик материал, потому что я же потом должна отчетик смонтировать. Листочек выписан, я устала. Делаем небольшой перерыв от корейского. Так, как раз сейчас я, пока не хочу заниматься корейским, запишу звук к шортсу. Я монтирую все шортики по одному сценарию, скажем так. Сначала я отсматриваю материал, который я записала в предыдущий день, потом накидываю в заметках текст для того, чтобы его проговорить, и потом уже в CapCut его записываю на телефон. Вот. Самое сложное для меня, конечно, это записать звук и потом все это свести с картинкой. Вот. Делать я стараюсь это ежедневно. Чем чаще я делаю, тем мне проще становится это делать, но все равно вот я пару дней все-таки пропустила и не делала. Надо сейчас наверстать, сделать за предыдущие 2 дня и за сегодня. Что делать в такой ситуации? Психологи рекомендуют отстать от себя и Где это? Ой, что такое? Психологи рекомендуют отстать от себя и не доверять. Психологи рекомендуют отстать от себя и не Что такое, на одном месте спотыкаюсь? Очень понравилась дорама 25-21. Я досмотрела до того момента, где у героев все стало хорошо, а дальше перешла на новую захватывающую дораму с классным... Учеб, конечно, хорошо, но будет ли у нас что-то типа обеда? Будем есть супчик с рисом. Я буду есть на ужин вот такой суп, он называется пудетиге. Мне кажется, что я его уже пробовала, потому что я ела что-то с тофу и сосисочками. Выглядит остреньким. Он уже готовый, его нужно разогреть на 5 минут в микроволновке. И тут написано, что это на 2 порции. Извините, но я съем одна. Осталось сходить в